Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы продемонстрируем, как можно C4 стандартный переделать, припаять плату до IP. После этого можно будет обновлять команд. Например, в данном случае здесь мы видим микросхемка, перепаивается флеш-память и разъемчик еще дополнительно припаивается. Меняете плату целиком. Вот родная плата здесь, которая была. И уже непосредственно прикручена плата с DOIP. Машина у нас 212 15 года, из последних рестайл. Здесь мы будем сейчас прошивать софт, так как на старом софте невозможно активировать CarPlay. Здесь после того, как мы прошьем софт, мы сможем активировать функцию CarPlay на этой магнитоле. Магнитола у нас Command 5S1. Запускаем Monaco, выбираем проект наш Command 5S1. Софты у нас заранее подготовлены, скачаны, мы будем прошивать без онлайна. Также, если вы хотите прошить эту магнитолу, вам нужен онлайн и без DOIP. Устройство вы не сможете прошить. Даже некоторые дилеры отказывают это делать, потому что, честно говоря, мало понимают в этом. Примеров уже много. Когда посылаешь к официалам прошить, они реально не могут ни хрена сделать. Включаем DOIP, видим, что соединение внизу у нас зелененькое горит, DOIP у нас соединился. Подключаемся, видим, что у нас прошивка 15.5. Минимальная прошивка для того, чтобы активировать CarPlay, нужно 15.7 и новее, в идеале 15.9. Помню, что это магнитолы с 2015 года, версии 5S1. На них можно активировать CarPlay. Целый ряд автомобилей поддерживает, в том числе 212 кузов и его модификации. CLA, GLA и много где уже версия 5.1 ставится и новее. Закидываем наши софты, указываем путь и начинаем прошивать. Прошиваем мы это через Monaco. Используем C4 стандартный, китайский, который куплен был там несколько лет назад на Алишке. Вот прикупили к нему плату. Все это делается удаленно. Машина находится в Америке, это американец, 3,5 литра. Клиент захотел прошить на нем функцию активировать CarPlay, чтобы ездить картой и на русском языке было ему удобно. Видим, как у нас прошивается. Это все, что у нас происходит в машине. Сам команд. Плату еще вон до конца не дособирали, так как время уже позднее у них там. Прошиваем. Процедура не быстрая. Шьется там минут, наверное, 40, иногда до 2 часов в зависимости от скорости. Ждем, пока закончится первая прошивка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все делаем это на свой страх и риск, потому что при малейшем падении напряжения или все, произойдет дисконнект и магнитола повиснет. А так как онлайна нету, сейчас проблема, то прошить будет проблема. Вся процедура нужно будет произвести по новой. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Через OpenPort не советую это шить, нужно или C4 с DOIP, или VCI, как у нас. В данный момент я уже выкладывал видео по поводу этого приборчика, который VCI SE. При настройке DOIP он делает все то же самое. Единственное, что там с настройками проблемы, конечно, нужно допиливать все. Ну, как в принципе и C4, который мы вот перепаяли, допилили. И вот видите, что это все работает в принципе. Вот у нас заканчивает прошивка первого файла.
Файлы большие, больше 2 гигов весят, поэтому долго прошивается. Установка второго файла прошивки. Ждем, пока закончится. Также обратите на видео по установке к Xentry 2012. Мы также привязали VideoAMA 5.1.1 для использования для VCI. Не работает VCI приборы. Мы специально прикручивали VideoAMA 5.1 для работы с VCI приборами. Чтобы не пользоваться C4, мы пользуемся уже VCI приборами. Что, в принципе, неплохо. Разговор именно идет о китайской версии. Ждем завершения прошивки. Еще раз, не забывайте перед прошивкой обязательно сохранить кодировки команд. В данном случае стоит Harman Kardon, потому что после такой прошивки SCN кодирования тут не будет, кодировки нужно будет руками делать. Иначе просто там все кодировки слетят. И команд не будет работать как надо. Его нужно будет закодировать после прошивки и внести изменения. После кодирования, после того как все прошилось, мы произвели активацию CarPlay. Видим, что у нас 100% загружено софт. Сейчас перезагрузится. Команд. И мы будем непосредственно уже настраивать CarPlay в магнитоле. Еще раз повторяю, процедура не быстрая. Все это шьется. Видим, что у нас прошивка была 15.5 версии, стала 15.9. Та самая прошивка, которая необходима для активации функции CarPlay на данном автомобиле. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Тем самым вы помогаете продвижению видео. Выходим из DTS Monaco. Сейчас перезагрузится команд. Вот у нас перезагрузился команд. Листаем менюшки. Новые менюшки там появились. Подключаем телефон. Видим тут Miralink. Это у нас еще до активации CarPlay. То есть до прошивки. Это уже после того, как было закодировано все. Подключается телефон, в данном случае iPhone. Видим, что у нас Apple CarPlay активирована функция. Также Android Auto и Miralink есть. Можно пользоваться чем угодно. Все работает, настроено. Сейчас подключимся к телефону. На дворе уже глубокая ночь. Машина из Америки. Вот видим, что у нас подключилась функция CarPlay. GPS навигация. Также дополнительно тут была установлена камера и активирована функция считывания номеров. Так как теперь у нас работает навигация, и мы можем спокойно пользоваться этой функцией. При желании все можно сделать, в принципе. Главное быть внимательным, но и обязательно сохранять кодировки. Иначе потом будут проблемы. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго.